Здравствуйте, мои друзья! Сегодня мы с вами приготовим блюдо, подходящее для обеда или для ужина. Это будут голубцы, только будут они не из белокочанной капусты, а из пекинской. У меня достаточно большой вилок пекинской капусты, примерно 1,5 килограмма. Нам нужно разделить вилок на листья. Пошаговый рецепт вы сможете прочитать в описании под видео. У меня получилось 22 листа. В кастрюле у меня закипает вода. Туда мы должны выложить листья, чтобы они стали мягкими. Друзья мои, если вам нравится видео, ставьте лайк. Это поможет продвижению видео. Его увидит большее количество зрителей. Я еще добавила кипятка. Накрываем крышкой, выключаем огонь, даем листьям постоять. Фарша у меня полкило. Он наполовину говяжий, наполовину куриный. Для начинки нам понадобится мелким кубиком нарезать луковицу, несколько веточек петрушки также мелко нарезать, 150 грамм сваренного до полуготовности риса. Выкладываем все в миску к фаршу. И специи. Чайная ложка соли и по половине чайной ложки сухой чеснок, черный перец и зира. И все перемешиваем. Яйца я в начинку не добавляю. Как следует нужно вымесить всю массу. 10 минут постояли наши листья. Посмотрите, какими мягкими они стали. Я выкладываю их на сито, чтобы стекла вода. И сейчас мы с вами будем готовить наши голубцы. Берем лист, срезаем утолщение, выкладываем столовую ложку начинки нашей и сворачиваем голубец как конвертик. Такой традиционный, обычный способ. Вот такой у нас симпатичный получается голубец. И сейчас я вам покажу второй способ. Также берем лист, срезаем утолщение, выкладываем ложку начинки и сворачиваем рулетиком. До конца сворачиваем и концы листа заправляем вовнутрь. Вот так прям пальцем заправляем вовнутрь и с другой стороны. И посмотрите, какой у нас получается хорошенький голубец. Мне очень нравится этот способ. Голубцы при готовке не разворачиваются. И теперь мы готовим соус для наших голубцов. Луковицу нарезаем мелким кубиком. На сковородку, в которой мы будем тушить голубцы, наливаем 2 столовые ложки растительного масла и на среднем огне пассируем лук до мягкости. Также нам понадобится небольшая морковь. Нарезаем ее тоже кубиком, отправляем к луку пассероваться. У меня был большой болгарский перец, поэтому я взяла только половинку. Тоже нарезаем небольшим кубиком. Отправляем пассероваться. Несколько минут все пассируем. После чего добавляем специи. Чайная ложка красной паприки и сухого чеснока. И по пол чайной ложки куркума и черный перец. Также я добавила 2 столовые ложки томатной пасты. Несколько минут все обжариваем. После чего добавляем стакан кипятка, лавровый лист. Я еще добавила столовую ложку сладкого соуса чили для баланса, соль по вкусу. И несколько минут все провариваем. После чего выкладываем наши голубцы. Посмотрите, какие они хорошенькие. Просто идеальной формы. Такие аккуратные. Я еще добавила горячей воды, чтобы она почти покрыла голубцы. И на среднем огне тушим голубцы полчаса. Через полчаса убираем крышку, посыпаем мелко нарезанной зеленью петрушки, закрываем крышкой, готовим еще 5 минут, затем выключаем огонь и под крышкой даем голубцам настояться минут 10. И посмотрите, какие у нас получились голубцы. Ни один голубец не развернулся. Они идеальной формы. Прямо в тарелку можно посыпать еще зеленью петрушки. И сейчас мы будем пробовать наши голубцы. Посмотрите, какие они аккуратные, красивые в разрезе. Ну что, пробуем. Друзья мои, это так нежно, это так вкусно и совсем несложно приготовить.